Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю разобрать, как вязать вот такой красивый узор крючком. Давайте рассмотрим поближе. Посмотрите, какой он нарядный, интересный, какой-то воздушный. Вот эти элементы напоминают листики. Вязать его легко, просто. Раппорт в ширину составляет 6 петель, но это только первый ряд. Далее мы потом вот эти квадратики соединяем просто между собой столбиками. Получаются вот такие листики-ромбики. И в высоту раппорт состоит из 2 рядов. Вязание такого узора — это отдых. Здесь не надо ничего особенно думать. Вяжи себе, да вяжи. Такой узор я предлагаю использовать для палантинов, для шарфиков, для одежды. Может быть, он не очень подойдет, потому что будет не так-то просто делать убавки и прибавки, вывязывать детали одежды. Но если какая-то вещь без проймы, там, без горловины, тогда, конечно же, такой узор также можно применять. Пишите в комментариях, куда бы вы предложили использовать такой узор. Если вам нравится такой рисунок, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Итак, берем подходящую пряжу. У меня это пряжа секционного крошения и подходящий под нитку крючок. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из воздушных петель. Число должно быть кратно 6 плюс 1 петля для симметрии. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте наберем цепочку самостоятельно и встретимся. Итак, я набрала 49 воздушных петель, 8 раппортов и 1 петля кромочная. И вяжем первый ряд. Воздушная петля подъема. И во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее набираем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Накид. В следующую петлю по цепочке полустолбик с накидом. 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Накид. В следующую петлю столбик с накидом. Теперь делаем 2 накида. В следующую петлю по цепочке столбик с 2 накидами. Теперь делаем 3 накида и в последнюю петлю на цепочке провязываем столбик с 3 накидами. Итого мы провязали 5 столбиков разной высоты, без накида, полустолбик с 1 накидом, с 2 и с 3. Получился вот такой треугольничек. Теперь по основной цепочке пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую, в шестую, столбик без накида. Провязали. Снова набираем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую петлю от крючка столбик без накида. Далее идет полустолбик с накидом. Накид. В следующий столбик с 1 накидом. Далее столбик с 2 накидами. И в последнюю петлю столбик с 3 накидами. Сделали 3 накида и провязываем столбик с 3 накидами. Пять столбиков готовы. Снова пропускаем 5 петель.
1, 2, 3, 4, 5 и в следующий столбик без накида. Итак, повторяем нужное число раппортов. Доходим до конца цепочки и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последний треугольник из 5 столбиков и также пропускаем 5 воздушных петель на цепочке 1, 2, 3, 4, 5 и в последнюю петлю, она у нас начальная, провязываем столбик без накида. Первый ряд у нас готов, вот что у нас получается. Вяжем второй ряд. 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. И теперь в вершину треугольника провязываем столбик без накида. Переходим к цепочке из 6 воздушных. И также в первую петлю столбик без накида. Во вторую петлю полустолбик. Вяжем симметрично. Накид. В следующую петлю столбик с одним накидом. Теперь делаем 2 накида. В следующий вяжем столбик с 2 накидами. Делаем 3 накида. И в последнюю петлю провязываем столбик с 3 накидами. Закрыли попарно все петли. Вот такие у нас листики получаются. Откуда выходит столбик с 3 накидами первого ряда, из этой же петли выходит столбик с 3 накидами и второго ряда. Вот такие красивые листочки. Так, далее в вершину следующего треугольника также провязываем столбик без накида. И снова провязываем 5 столбиков разной высоты. В первую петлю столбик без накида. Накид. В следующую петлю полустолбик с накидом. В следующую столбик с одним накидом. Сделали 2 накида. В следующую петлю столбик с 2 накидами. Сделали 3 накида. И в следующую петлю столбик с 3 накидами. Второй квадратик готов. Или ромбик, как его назвать, листик. Переходим к следующему треугольничку и также в вершину столбик без накида. Переходим к цепочке и провязываем 5 столбиков разной высоты. Так, вяжем самостоятельно. Встречаемся в конце ряда и последний ромбик провяжем вместе. Итак, подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последний столбик с 3 накидами. Вставляем крючок в последнюю воздушную петлю на цепочке из 6 воздушных. Закрываем 3 накида. 2 петли на крючке. Снова делаем 3 накида. И теперь провязываем столбик с 3 накидами не до конца в вершину начального столбика без накида. Вставляем крючок под 2 ниточки. Закрываем попарно петли на крючке. 3 раза 3 накида закрыли, 3 петли на крючке, закрываем. Ряд у нас заканчивается сплитом из 2 столбиков с 3 накидами. Второй ряд у нас готов. Вот такая красота у нас получается. Мы провязали раппорт нашего узора. Он состоит из 2 рядов. И сейчас будем повторять. 1 воздушная петля подъема. Разворачиваем. И в вершину сплита провязываем столбик без накида. Снова набираем цепочку из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Третий ряд у нас повторяет первый ряд. Во вторую петлю от крючка столбик без накида, накид. В следующую петлю столбик, полустолбик, накид. В следующий столбик с одним накидом.
Сделали 2 накида в следующую петлю, столбик с 2 накидами. Теперь 3 накида и в последнюю петлю, в шестую, столбик с 3 накидами. Провязали 5 столбиков разной высоты. Теперь переходим вот к серединке между двух ромбиков. Здесь у нас вот столбик без накида в вершину треугольничка мы провязывали, и в этот столбик вяжем столбик без накида. И снова 6 воздушных: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем 6 столбиков и далее столбик без накида в столбик без накида, который соединяет у нас между собой 2 ромбика. Все, вяжем и встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда, провязали последний треугольник и делаем столбик без накида. Вот в первый столбик без накида, в начальный. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд, и он у нас повторяет второй ряд. 5 воздушных петель: 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вершину треугольничка, провязываем столбик без накида и снова по стороне треугольника провязываем 5 столбиков разной высоты. Столбик без накида, далее полустолбик с накидом, далее столбик с 1 накидом, сделали 2 накида, столбика с 2 накидами в следующую петлю, делаем 3 накида и в следующую, в последнюю петлю по цепочке из 6 воздушных провязываем столбик с 3 накидами. Это мы уже закрепляем пройденный материал. Вот такой листик у нас получился. И теперь вершину следующего треугольника провязываем столбик без накида. Так, вяжем по рисунку до нужной высоты. Давайте провяжем еще немножечко и посмотрим, что же у нас получится. Ну вот, я провязала 8 раппортов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в высоту, и 8 изначально я набирала в ширину. Давайте посмотрим, какой размер получается. 15 сантиметров в ширину и немножечко повыше 16 сантиметров. Но опять же, его можно отпарить, раскрыть посильнее. Примерно одинаковая ширина и высота, если брать одинаковое количество раппортов. Но, как видите, он немножечко пошел как бы наискосок ромбиком, поэтому этот узор скорее подойдет для шарфиков, для палантинов. Пишите в комментариях, куда бы вы использовали такой интересный рисунок в своих работах. Как видите, вязать его очень просто, интересно. Выглядит он нарядно. Вязать его – это отдых. Если вам понравился этот узор и мое видео было вам полезным, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!